Всем привет! Вы наверняка слышали о таких играх, как PUBG и Fortnite. А если слышали, то знаете о новомодном жанре «Королевская битва». Ну да, это такая битва, которая реальной королевской семье не по душе. Для юных мобайл-задротов поясню. Речь идет о таких играх, как PUBG Mobile, только платных и на ПК. Ну, PUBG, PUBG Mobile, PUBG Mobile. Даже название ведь похоже. Ну, а еще автор один, да и движок Unreal Engine. В общем, о чем это я? Пару лет назад, когда у Paragon еще были хоть какие-то шансы на свое существование, Брэндон Грин решил оторваться от модов ко второй арме и создать отдельный проект на всеми любимом движке Unreal Engine. И не ошибся. За первые 3 дня после релиза проект принес прибыль в $11 миллионов. И пассивный доход Epic Games 5% составил 550 тысяч. Но эпики этих денег не получили, так как по правилам расчет идет поквартально. В общем, за первые 3 месяца игры доход превысил $100 миллионов. И 5 миллионов из них перешли на счет к эпикам за использование их движка. И куда большая часть пошла Steam, так как игра была размещена на их площадке. Некогда, ориентировавшись на застоявшийся успех Dota 2 и Лиги Легенд, эпики осознали, какую ошибку совершили, делая ставки на Paragon. И только ленивый геймер не заметил, как разработчики стали на него забивать. Еще бы, ведь все силы были брошены на добавление режима Battle Royale, новеньком Fortnite. А зашел Fortnite игрокам будто с вазелином. А почему нет? Популярный жанр, необходимо остаться в живых одному из сотни, приятная графика, можно крафтить как в Майнкрафте, стримы в топе Ютуба, чего еще пожелать здоровому игроку? Да и мамка $20 на PUBG не дает. Микротранзакции, высокий онлайн, бешеная популярность у стримеров, игра рекламирует саму себя. И это все так ударило в голову разработчикам, что на Paragon времени просто не оставалось. Не прошло и года, как обновления стали выходить реже, переделать игру не оставалось возможным, а новые игроки долго не засиживались. В итоге 17 января прошлого года Epic Games пообещал большое обновление, над которым они уже так долго трудятся. А спустя 10 дней просто объявили о скором закрытии. Стал ли об этом кто-то жалеть? Например, игроки? Нет, деньги им компенсировали, а долгое ожидание матча может надоесть даже самым заядлым фанатам. Разработчики от Epic? Эй, они только что создали топовую игру года. Пользователям Unreal Engine? Да бросьте. Epic Games без капли сожаления пожертвовали ассетов моделей, звуков и текстур на $13 миллионов всем желающим и дали открытый доступ к ним. Итак, это уже 2 важных и крутых решения от Epic Games за 2 года, не говоря уже о том, что они выделяют довольно крупные гранты, даже инди-разработчикам. Ну, а теперь об убийце Steam. Нет, не этого Steam. Epic Games не побоялись пойти дальше и развалить монополию Valve с их торговой площадкой Steam, создав свой Epic Games Store, где для разработчиков комиссия будет составлять всего 12%. Всего 12%, а не 30%, как у Steam. Да, и еще, если разрабатываешь игру на Unreal Engine, то 5% от чистой прибыли не нужно будет отдавать эпикам, размещая игру в Epic Store. Я, как игрок, понимаю всю важность этого момента и надеюсь, что эксклюзивы для Epic Store, когда он станет более популярным среди пользователей, будут учитывать эти самые 18% и продаваться игры станут куда дешевле. Считаешь ли ты Epic Games Store круче и полезнее Steam? Напиши об этом в комментарии, посмотрим, сколько у меня единомышленников или хейтеров. И кстати, теперь ты можешь поддержать меня как автора. Я был включен в авторскую программу Epic Games Store. Все, что тебе нужно для того, чтобы меня поддержать, это при покупке игры в Epic Games Store над кнопкой «Оплата» ввести мой ник автора iDizuI. Ну, а пока подписывайся на мой канал, если ты этого еще не делал. До скорого!